Привет! Вот уже и 2022 год. Даже как-то слегка удивительно, насколько быстро идут годы и насколько быстро проходит наша жизнь. Я всегда всю жизнь любил смотреть на какие-либо старые операционные системы, старые компьютеры и около того. В этот раз мне пришла интересная такая идея. А почему бы не установить Windows 98 на старый компьютер и не посмотреть на то, как с ней работается в 2022 году? Все-таки система вышла больше 20 лет назад, и я такой, сидя за компьютером, подумал, все-таки почему бы и нет? Да, видео будет слегка длинным по сравнению со всеми остальными моими видео, но в этом видео мы рассмотрим операционную систему Windows 98, установим ее на старый компьютер, выйдем в интернет, слегка затронем Internet Explorer, заведем на ней современные программы и так далее. Поэтому запасайтесь печеньем, бутербродами или что там у вас прямо сейчас имеется, и давайте приступим. Так давайте же выясним, с чего все началось. 96 год. Windows 95 на пике своей популярности. Растет количество домашних компьютеров с предустановленным на них новым поколением Windows. Все больше набирает популярность интернет. Люди в Microsoft это, естественно, понимали. Поэтому велись активные разговоры по модернизации своей операционной системы, дабы те поддерживали все то, что нужно для базового серфинга в интернете уже из коробки, со сводом установки стороннего программного обеспечения к минимуму. К слову, шаги к так называемой интернетизации Windows Microsoft делала уже со времен Windows 95. Значительных изменений, к сожалению, это не принесло. Появилась лишь редакция со встроенным из коробки браузером Microsoft Internet Explorer. Однако этих редакций было несколько, и я думаю, упомянуть их в выпуске будет довольно правильным решением, несмотря на то, что все они изначально были созданы для Windows 95. Дебют Microsoft Internet Explorer 1.0 состоялся в комплекте с дополнениями для Windows 95, Microsoft Plus 95, который включал в себя темы для рабочего стола, позже частично интегрированная Windows 98, пинбол Звездная Юнга, которая в скором времени стала одним из основных компонентов Windows NT 4.0 и будущих систем на базе ядра NT до 2006 года, а также пару улучшений рабочего стола. Подробнее обо всем этом вы можете узнать в моем видео про само семейство дополнений Microsoft Plus, которое я недавно делал. Позже улучшенная версия Internet Explorer уже 2.0 перекочевала в состав Windows 95 USR 1. В этой версии по сравнению с 1.0 нововведений со стороны пользовательского опыта использования было не очень много. Однако, данная версия стала первой официальной, что распространялась на компьютерах Apple, работающих на процессорах IBM PowerPC и Motorola 68K, а также первой версией Internet Explorer с поддержкой китайских, корейских, японских и тайских символов. Интерфейс первых двух версий Internet Explorer представляет из себя простую конструкцию, где находятся лишь кнопки интерфейса, без подписей, адрес-бар и само окно с сайтом. Да, тот самый майкрософтский минимализм прямиком из 90-х. И если вы скажете, что при виде интерфейса браузера вы ощущаете некое дежавю, то в принципе вы окажетесь правы. Первые две версии Internet Explorer уж больно похожи на своего предшественника, Spyglass Mosaic. Данный браузер Microsoft лицензировал для использования на компьютерах с Windows, и именно на его базе была написана первая версия Internet Explorer. Да, все так просто. К сожалению, это обличие браузера мало кто запомнил, и ностальгии по нему, неудивительно, никто не испытывает. В 1996 году миру была представлена версия 3.0, входящая в состав так называемого Internet Explorer Starter Kit, который поставлялся в комплекте с коробочной версией Windows 95 в 1996-97 годах и в Windows 95 USR 2, находясь там уже по умолчанию. К слову, музыка, играющая сейчас на заднем плане, это нечто иное, как музыка с того самого пакета. Сочувствую тем, кто все время думал, что эту музыку написали только для Windows XP. В отличие от первой и второй версий, в Internet Explorer 3.0 улучшили пользовательский интерфейс. По сути, все осталось почти таким же, за исключением нескольких аспектов. Раздули кнопки действий и навигации. Связано это было со скорым выпуском Windows 98. Соответственно, дизайн самой программы требовалось подогнать под стандарты дизайна самой системы.
Отличительной особенностью дизайна третьей версии Internet Explorer является узор на кнопках действий и навигации. В следующих версиях от этого решено было отказаться в пользу минималистичности. В сентябре 1997 года свет увидел Internet Explorer 4.0, позиционирующий себя под слоганом «The Web the way you want it», или же по-русски «Интернет как на ладони». Перед этим было выпущено две предварительные версии – Platform Preview в апреле и Platform Preview 2 в июле того же года. В 1998 году также появились версии для компьютеров Macintosh, Power Macintosh и Unix-систем Sun Solaris и HP-UX. Эта версия включала в себя новые компоненты, среди которых Active Desktop, оставшийся вплоть до Windows XP и позволявший ставить на фон рабочего стола изображения форматов JPEG, PNG и анимации GIF, Windows Desktop Update, который дополнял функции проводника Windows 95 или Windows NT, позволяя заходить через него в интернет, Active Channel, FrontPage Express, редактор простеньких HTML страниц, NetMeeting, прапрапрапрадед Zoom и других сервисов дистанционных конференций, NetShow, Real Player, потом наполненный кучей шпионского и рекламного ПО, Microsoft Chat, IRC-клиент с персонажами из комиксов, и Outlook Express 4, заменяющий клиент Microsoft Exchange Windows 95. Четвертый Explorer был включен в комплект поставки коробочной Windows 95 в 1997 году и в состав Windows 95 OSR 2.5. А версия 4.01, вышедшая в ноябре, в состав Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Но между тем возник грандиозный антимонопольный скандал, когда производители вычислительной техники заставили устанавливать комплект с Windows 95-98 вместо Netscape Navigator, который был прямым конкурентом IE, тот самый Internet Explorer 4.0, который привел к судебному разбирательству и распаду Microsoft на две части. Одна занималась операционной системой, другая программным обеспечением. Все это, конечно, очень интересно, но пора идти дальше. На этом этапе Microsoft решила не сдаваться, особенно зная, что интернетизация своей ОС – один из важных аспектов современности, без которого реально никуда. Да, здесь бы, конечно, хорошо вписалась реклама про образование в онлайн-университетах, но канал как бы без рекламы. За что, конечно, спасибо спонсорам, которые оформляют подписку, и вы, кстати, можете вместе с ними стать. Ну, кто знает. Спасибо вам, ребят. А теперь возвращаю микрофон. В общем, таким образом было положено официальное начало разработки нового поколения операционной системы Windows, включающей в себя сотни усовершенствований и новых функций, разработанных на основе отзывов, предложений от пользователей и опыта работы технической поддержки Windows. А теперь я предлагаю перейти к нашему испытуемому компьютеру. Изначально я хотел, чтобы в ролике принял участие ноутбук IBM ThinkPad 600E 1998 года выпуска, который содержит на данный момент 416 мегабайт оперативной памяти, 32 мегабайта встроенной в плату АЗУ и 384 мегабайта дискретной. Но, к сожалению, этот ноутбук за годы использования моими родителями и мной в 2013 году выглядит не очень презентабельно, а при запуске BIOS сообщает о неисправности материнской платы. Время никого не щадит, увы. Вернемся все-таки к нашему испытуемому компьютеру. Корпус этого компьютера вполне простенький, белого цвета, но дизайн корпуса для меня кажется вполне себе симпатичным. Хоть слегка потрепанный жизнью, но все равно симпатичным. Ну и куда же без очередного представления виновника сегодняшнего торжества. Перед вами Retail Box Windows 98 SE, и именно она сегодня примет наибольшее участие в нашем эксперименте. К сожалению, у меня нет оригинального диска и коробки, а только пиратский диск из тех же лет, то будем опираться на информацию из других источников. Сама коробка выглядит вполне презентабельно. Спереди красуется логотип системы на фоне облачной дымки, надписи Windows 98 и для компьютеров без Windows. По бокам красуются различные надписи, обеспечивает совместимость с программами для Windows 95, Windows 3.1, Windows для рабочих групп и MS-DOS. И различные примечания касательно исследований, которые проводила Microsoft по поводу скорости работы новой ОС.
И вот в них вообще кто-нибудь верил, я не понимаю. А сзади коробки находится огромная куча текста, различных рекламных сообщений и слоган «Работать приятнее, играть интереснее». Внутри коробки содержится множество документации, конверт с лицензионным соглашением, в котором находится загрузочная дискета MS-DOS для запуска установки системы. Несмотря на развитие уже тогда технологий компакт-дисков, у большинства людей все еще были компьютеры без поддержки загрузки CD-ROM. Книга «Приступая к работе», в которой расписаны советы по работе с Windows, и сам диск, который упакован в картонный конверт, а с обратной стороны ключ продукта, несущий довольно кричащую надпись «Не потеряйте этот номер». Установка системы в оригинале начинается с запуска дискеты MS-DOS, так как оригинальный диск не загрузочный. Но так как у нас диск пиратский, да еще и загрузочный к тому же, там уже имеется загрузочный DOS. После запуска DOS нам нужно отформатировать системный раздел, и вы все это делаете вручную, а вы как думали? После форматирования раздела запускаем программу установки. Начался процесс установки Windows 98. Установщик Windows 98 также поддерживает так называемые ключи установки. Говоря простым языком, можно задать установщику то или иное правило, которого он должен придерживаться. То есть, введя команду setup.exe, дописав после команды косую черту с вопросительным знаком, появится перечень всевозможных аргументов, доступных для ввода пользователям. В большинстве случаев данные аргументы просят установщика пропустить тот или иной шаг при подготовке к установке Windows на целевой компьютер. Есть те, которые призовут систему изменить один из параметров установщика, как, например, место, где установщик будет содержать всю свою утварь во время установки. Долго на них останавливаться не будем, но сказать о них все же стоит. С помощью ключ-аргумента /es можно обойти проверку дисков скан-диском. Данный ключ вводится в том случае, если все работает нормально, но что-то все равно беспокоит вышеупомянутый софт. И не просто так. Каждое второе включение компьютеров тех лет с Windows 95 или Windows 98 всегда преследовалось этой проверкой. Мол, якобы у вас что-то на диске сломалось, дайте мне просканировать диск, ну пожалуйста. Ключ-аргумент EM отвечает за обход проверки памяти, если у вас ее недостаточно или когда DOS умудряется занять ее своими драйверами и прочими приблудами из config.sys и autoexec.bat. Да, такие случаи были, и даже Хаймем не мог изменить ситуацию. /e предназначается для отключения функции создания загрузочного диска во время установки Windows. То есть, во время установки вам больше не навязывали создание загрузочной дискеты, как это было без ввода данного ключа. /ev отключал так называемое рекламное сообщение, которое можно было увидеть во время процесса копирования файлов. То есть, во время установки вам не покажут те самые знаменитые надписи в духе «Откиньтесь на спинку кресла» и так далее. Если забыть, что вы указали этот ключ во время запуска установки, то можно случайно подумать, что у вас зависла система. /ep пропускал установку устройств Plug and Play и установку поддержки ACPI. После установки этим ключом перед вами появляется чистая система без установленных устройств Plug and Play, только самый минимум в виде контроллеров жестких дисков, мыши, клавиатуры и дисплея. Здесь, однако, были приведены только самые простые примеры ключей установщика Windows 98. Такие ключи, как /en, /p, /nm, /iq подробно описаны другим исследователем в отдельной статье, так что ссылка на данную статью будет в описании. А теперь я предлагаю вернуться к самому процессу установки Windows. По стандарту после ввода setup.exe перед запуском графической установки запускается скан-диск. Но так как он меня лично слегка бесит, да и я не понимаю логики проверять только что прекрасно отформатированный диск на ошибки, я запускаю установку с ключом ES на конце. По первым буквам, которые можно понять, что это значит. Ignore scan-disk. Идет копирование необходимых файлов для запуска установщика, и после этого мы видим саму программу установки, которая запущена из-под специально урезанной версии Windows 3.1. Первым этапом установки системы будет выбор будущей папки. Здесь можно указать вариант по стандарту, либо написать свое имя будущей папки с системой. Далее следует выбор компонентов для установки в систему. Как по мне, это мой любимый этап. Здесь можно выбрать из списка компоненты, которые вы не хотите видеть в своей системе, или же наоборот.
Не хотите видеть Outlook Express? Пожалуйста, просто сними возле него галочку и компонент не будет установлен. Однако, тут не все части системы можно отделить в этом этапе. Например, вы в списке не увидите Internet Explorer, а вам, наверное, хотелось бы его убрать, ведь так? Тут уже на помощь приходят различные патчи или программа 98 Lite, которая позволяет расширить возможности выбора компонентов и прочее. Конечно же, список можно изменить и после установки Windows в панели управления. После выбора компонентов идут совершенно стандартные этапы по типу указания местоположения, указания имени компьютера, создания загрузочного диска. И после всех этапов начинается процесс копирования файлов, который будет сопровождаться рекламными сообщениями о системе. Если вы их не отключили, конечно же. После копирования файлов наступает перезагрузка и момент первого запуска системы. Во время первого запуска установка продолжается с началом анализа базового оборудования компьютера и установки драйверов к ним. Далее произойдет обновление параметров системы и настройка компонентов Windows. И после всех этапов перед нами появится окно входа, где имя пользователя будет уже введено. Нам всего лишь нужно нажать кнопку ОК и ждать появления рабочего стола. Отлично, рабочий стол появился, система установлена, можно пользоваться. В общем, первыми отличиями от Windows 95, сразу бросающимися в глаза, является появление папки «Мои документы» и панели быстрого запуска, эдаким прадедом закрепления приложений на панели задач Windows 7 и выше. Количество настроек рабочего стола стало больше благодаря интеграции Internet Explorer с системой. Появилась функция спящего режима, поддержки учетных записей, механизм обновления Windows Update. Системный проводник стал более интерактивен по сравнению с проводником Windows 95. За время выхода Windows 98 SE обновились версии большинства стандартных приложений Windows, а так как мы рассматриваем именно второе издание Windows 98, то здесь уже по умолчанию стоят обновленные версии Internet Explorer и Windows Media Player. Если в First Edition или RTM версии был Internet Explorer версии 4.0, Windows Media Player версии 4.1, DirectX 6 и Real Player 4.0, то в Second Edition поставлялся Internet Explorer 5, Media Player 6 и DirectX 6.1. И на этом отличия второго издания от первого в принципе заканчиваются. В целом это почти одинаковая система, имеет такой же набор игр, такой же Paint и такой же блокнот. Но теперь, как обычно, установим драйвера, чтобы было комфортно работать с системой. Пожалуй, сейчас будет самая короткая часть этого видео. Представляете ли вы себе современный интернет через красивый и высокопроизводительный Internet Explorer 5? Нет? Вот и я тоже. Даже не мечтайте об этом. Почти никакие сайты он загрузить не сможет, так как браузер ни под каким соусом не понимает современные интернет-протоколы по типу HTTPS и SSL. Поверьте, я пытался. Однако, все же некоторые сайты по типу AllDOS и Google он с горем пополам, но откроет. Да и здесь свои нюансы. В Google нормально показывается только главная страница, так что поиск через Google на IE 5.0 отпадает, так как это попросту неудобно. Определенно, нужно использовать другой браузер, но к этому мы вернемся позднее. В комплекте с системой идет комплект тематических тем рабочего стола, скринсейверов, курсоров, звуков. По сути, перед нами полный набор оформления системы. Каждая тема уникальна, содержит свой тематический скринсейвер, набор звуков, иконок рабочего стола, курсор и цветовую схему. Также специально для Windows 98 была сделана новая версия Microsoft Plus. Это набор дополнительных тем в количестве 18 штук, набор игр, системных дополнений по типу приложения очистка диска и добавление поддержки открытия zip-файлов в системе. Как я уже говорил, более подробно о Microsoft Plus вы можете узнать в моем ролике, который я делал не так уж давно. А теперь я предлагаю поставить последние версии популярных программ, которые поддерживает эта система, и установить сборник всех обновлений и патчей для Windows 98, который содержит Internet Explorer 6, Windows Media Player 9, Net Framework 2.0, улучшенную поддержку USB, Flash Player, DirectX 9 и прочие системные обновления до 2006 года. На словах это, конечно, звучит эпично, однако, что имеется на практике? Начнем, пожалуй, с офисного пакета.
Большинство моих знакомых предпочитают Microsoft Office, поэтому последней версией пакета, которая спокойно идет под Windows 98, является Microsoft Office XP. Промежуточный офисный пакет между Office 2000 и тогда еще будущий Office 2003. Следующее, что мы проверим, это файловые менеджеры. Так как стандартный проводник Windows в те годы был далек от идеала в плане функционала, многие ставили альтернативные файловые менеджеры по типу FAR или Total Commander. Так вот, последней версией FAR под Windows 98 является 1.7, которая вышла в 2006 году. А вот Total Commander обновляется до сих пор, и его последняя версия 10.0 под Windows 98 запускается совершенно исправно. Просмотр фотографий в Windows 98 может обеспечить программа Irfan View версии 4.44. Просмотр видеозаписи и прослушивание аудио могут обеспечить программы VLC 0.8 и Winamp 3. Да, Winamp тут не актуальный, но он очень красивый. В качестве браузера, на замену никудышному Internet Explorer, я предпочел Mozilla Firefox версии 2.0, последней версии, которая стабильно запускается на Windows 98. В качестве графического редактора я воспользовался Adobe Photoshop 7, хотя GIMP тоже может подойти к этой системе. В качестве архиватора я остановился на программе 7-Zip версии 9.2. А для любителей IRC вполне подойдет программа Mirk версии 6.14. Что ж, лично я считаю, что это вполне себе неплохой результат. Но и это еще не все. Популярность Windows 98 в те годы была очень высокой, а Microsoft по своему плану планировала прекратить полную поддержку системы в 2004 году. Но из-за еще солидной популярности системы размером в 20% рынка, а корпорация Microsoft еще и подверглась давлению в ответ на попытки компании заставить клиентов переходить на более новые и, соответственно, дорогие версии Windows и Office, Microsoft продлила поддержку системы и получение обновлений до 2006 года. Для Windows 98 энтузиасты даже создавали различные патчи, обновления и дополнения для системы, и одними из этих дополнений являются Kernel X и Revolution Spark 9. Начнем с Kernel X. Kernel X — это свободное расширение библиотек Windows 98, которое реализует API и поддержку запуска приложений из Windows XP. Он основан на исходном коде Wine и работает как обычный драйвер, но с его помощью можно, к примеру, запустить версию OpenOffice, которая предназначена для более новой версии Windows, или же запустить последнюю версию Firefox для Windows XP. И поверьте мне, оно работает. Даже находились люди, которые запускали современный Minecraft в Windows 98, да еще и поиграли в него. Следующее дополнение называется Revolution Spark 9. Это дополнение добавляло поддержку тем в систему, поддержку смены иконок, добавление некоторых эффектов и новое окно снятия задач. В комплекте с программой идет несколько тем и вариантов иконок, однако в интернете есть целая коллекция тем под эту программу. То есть, по сути, это своего рода вариант добавления системы тем, как это было в Windows XP. А теперь немного о сборках, основанных на Windows 98. Первая попытка создать улучшенную Windows 98 была предпринята где-то в 2001 году, когда человек под ником Xayonaro решил поэкспериментировать над добавлением драйверов и программ, обновлением всякого рода библиотек и кастомизацией Windows. Вскоре он решил сделать сборку под названием Windows 98 TE Third Edition, третье издание. Однако популярности вне продажи левых дисков или обсуждения на бета-архиве он не получил, и поэтому это можно назвать забытой сборкой Windows 98. Следующая попытка была сделана Игорем Федоренко, выпустивший на свет Windows 98 EF в марте 2007 года. И она, в отличие от вышеупомянутой TE, содержала и Office 97, и 7-Zip, и Norton Utilities, и прочие программы. Последняя сборка на сегодняшний день – это сборка от 10 октября 2019 года. Ну и не забудем, конечно, про Олега, который внезапно стал популярным уже в русском YouTube, по сравнению с его первопроходцем Стасом, который распространился по английскому сегменту YouTube. Разработка началась летом 2019 года двумя моими друзьями, Bizin225 и Joyce Mikor,
Затем к проекту присоединились и другие личности. Целей сборки было две. Узнать, как работает программа установки и настройки Windows 9X, и снова пошутить над сборщиками а-ля Авгорский и так далее. Мы вообще никак не ожидали, что подобное вообще взлетит. В современное время эту систему можно максимум увидеть на виртуальных машинах, чьих-нибудь старых компьютерах и прочем техническом оборудовании с тех лет. Система прекратила свою поддержку в 2006 году, уже более 15 лет не обновляется и тем более не может запускать современный софт. Система признана исторической, и опять же, ее запуск без всяких танцев с бубном возможен только на виртуальных машинах или на компьютерах тех лет. Как итог, можно ответить на пару вопросов. Можно ли комфортно жить под Windows 98 в 2022 году? Нет. Мазохизм ли это? Наверное. Лично для меня было очень интересно посмотреть на то, что еще может Windows 98 сейчас, в 2022 году. И результат вполне себе неплохой, за исключением интернет-серфинга. Но это можно понять. Прошло больше 20 лет, и то, что интернет хоть как-то работает до сих пор, это уже какой-никакой плюс. Я не отношусь к тем людям, которые пользовались этой системой в те годы. Я всего лишь высказываю свои мнения и мысли. Но если вы с чем-либо не согласны, то пожалуйста, комментарии всегда открыты, вы всегда можете написать свои замечания, предложения и прочую информацию именно туда. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если тебе понравилось, то ставь лайк, и если не хочешь пропускать мое новое творчество, то подписывайся на канал. До новых встреч! В эфире